Добрый день, уважаемые подписчики и гости канала. Друзья, хотим вас ознакомить вот с этим неоднозначным мнением о поднятии возрастного ценза. Пишите в комментариях, что вы думаете об этом. ИСУ хочет уничтожить то, что вывело фигурное катание в топ среди всех видов спорта. Почему поднятие возрастного ценза – плохая идея? Разговоры о необходимости поднятия возрастного ценза в женском катании пошли еще в 2018 году, когда 15-летняя Алина Загитова выиграла Олимпиаду в Пхенчхане, исполнив самый сложный контент среди всех участниц. Она перенесла прыжки во вторую часть программы и сделала каскад из тройных Лутца и Ридбергера. Уже тогда говорили, что возраст стал преимуществом, поскольку в 15 лет отпрыгать все под конец программы куда легче, чем в 18 или 20. Сейчас, в эпоху женских квадов и трикселей, под сложным контентом подразумевается совсем другое, но разговоры те же, возрастной ценз пора поднимать. Эта тема обсуждается из года в год. Одни и те же эксперты дают одни и те же комментарии, но по чьей-нибудь инициативе вопрос постоянно возвращается в раздел актуального. На этот раз о возрастном цензе заговорили норвежцы, они требуют поднять его до 17 лет, и это предложение будет рассмотрено на заседании Конгресса в 2021 году. Похоже, избежать изменений уже не удастся. Как и бывает в подобных ситуациях, о необходимости реформы говорят не спортсмены, а чиновники и вышестоящие лица. Они, дескать, беспокоятся о здоровье спортсменок, которые убиваются о четверные прыжки. На деле же, очевидно, всем надоело доминирование одной-двух наций над остальными. Если рассматривать вопрос с этой точки зрения, то, безусловно, поднятие возрастного ценза – плохая идея. Представители ИСУ и национальных федераций якобы переживают за справедливость соревнований, желая уравнять условия для всех. Но о какой справедливости может идти речь, если некоторые страны при этом лишатся возможности отправлять на турниры своих сильнейших спортсменок? Но и вопрос здоровья, которым прикрываются сторонники поднятия ценза, тоже имеет право на существование. Действительно, элементы ультра-си вывели женское катание на новый уровень, сотворили революцию и способствовали прогрессу. Но довольно быстро стало понятно, что практически все революционерки, однодневные, они выдерживают сезон 2 на высочайшем уровне, а потом уходят лечиться. Женское катание, таким образом, превращается в детское, а в голове начинает звучать назойливый голос Долорес Амбридж из «Гарри Поттера», «Прогресс ради прогресса поощрять нельзя». Ведь именно Загитова и Медведева, которая могла себе позволить лишние прыжки в программе, а затем и поколение Щербаковой и Трусовой, вывели фигурное катание, не только женское, на совершенно новый уровень популярности. Практически во всех видах спорта есть многократные олимпийские чемпионы и чемпионы мира, спортсмены, бьющие рекорды на протяжении нескольких лет, но внимание все равно приковано к фигурному катанию. Оно стало настолько рейтинговым, что право на трансляции юниоров покупают центральные телеканалы, а контрольные прокаты, которые даже не являются соревнованиями, собирают целые ледовые арены. Даже зритель, плюющийся от незрелого женского, пристально следит за ребрами на лутцах учениц Тутберидзе. А ведь никто не знал о существовании этих ребер 3 года назад. Когда Щербакова и Трусова прыгнули четверной, фигурное катание прыгнуло в топ, этого отрицать нельзя. Уровень популярности, которого достиг вид спорта, на сегодняшний день сравним разве что с футболом. И ключевой вопрос сейчас – хватит ли задела, созданного российскими вундеркиндами, чтобы не растерять эту всенародную любовь к фигурке, при поднятии возрастного ценза? Будет ли публика также рваться на трибуны и к телеэкранам, если самым зрелищным элементом на взрослых стартах вновь будет каскад 3-3? Возвращаясь к тому, что фигуристки теперь завершают карьеру к 17 годам, стоит задаться вопросом, а нужно ли им самим кататься дольше. 8-10 лет назад, когда блистала Каролина Коснер, спорт был основным способом не только самореализации фигуриста, но и заработка, призовые служили неплохой мотивацией. Но сейчас, когда фигурное катание превратилось в прибыльный бизнес, любая 15-летняя чемпионка может зарабатывать на спонсорских контрактах, ледовых шоу и телепроектах. Так есть ли смысл,
Гробить здоровье десятилетиями, если можно быстренько отпрыгать свои квады до пубертата, и обеспечить себе неплохое будущее, а свое место уступить новым молодым и перспективным. Если все же говорить об идейной составляющей, о спортсменках, жаждущих соревноваться долго, и на равных с уникумами, как Елизавета Туктамышева, то возникает очередной вопрос: удастся ли сохранить форму хотя бы лет до 18, даже если подготовка не будет форсироваться. Ведь для многих, вероятно, 13-15 лет – единственный период, когда реально прыгать квады. И не факт, что даже при более щадящем режиме в юниорах удастся сохранить кондиции к выходу во взрослые. Не лучше ли выстрелить и снискать славу, пока можешь, чем потом затеряться в толпе середнячков? Спорить о том, нужно ли повышать возрастной ценз, можно до бесконечности, рассматривая тему под разными углами и со всех возможных точек зрения. Но принимать решение все равно будет ИСУ, и в случае введения нового правила только время покажет, какие это повлечет последствия. Друзья, от этой глупой идеи о поднятии возрастного ценза пострадает все фигурное катание в целом и лишится зрелищности. Просто давайте представим, нужно, чтобы 17 лет исполнилось до 1 июля. И вот что получается: Анна Щербакова и Александра Трусова по 16 лет, Алена Косторная 17 лет, но день рождения в августе, то есть все трое еще год выступали бы в юниорах. А самое главное, как говорится в данной статье, все началось с Алины Загитовой на Олимпийских играх 2018 года. ИСУ нас хочет лишить такой блистательной и зрелищной борьбы и победы на Олимпиаде, какую нам показала юная 15-летняя умница Алина Загитова. Также много разговоров о зрелом женском катании. А разве Алина на той же Олимпиаде уступила хоть кому-нибудь в катании? Ответ нет, конечно. ИСУ, не лишайте нас зрелищности и красоты в фигурном катании, одумайтесь, не губите красоту.